Привет, физкультурники! Ну что, сегодня мы с вами снимаем последнее видео про работу нашего кора. То, что мы начинали снимать, как работа нашего больше центра нашего тела, то есть то, что называется middle, да, это у нас вот приблизительно вот эта вся часть, плюс немного аган, все, что работает у нас на сгибание нашего туловища или поднятие ног вверх, да. Мы сняли несколько видео с ситапом. Окей, то, что мы делаем на полу, потом мы сняли видео также, которые чуть укрепляют, и чтобы было легче и лучше работать базу, которая называется про all over arch, да, то есть там мамаш басис, который нужно делать, если вы хотите хорошо и качественно делать эти упражнения, и не только эти, и другие, особенно на перекладине. И, то есть all over arch нужно их прорабатывать и хорошо, и качественно. Мы сняли, как мы поднимаем колени только кверху, и сегодня мы заканчиваем вот это вот, можно сказать, трилогию, да, потому что это третье видео, с тем, что мы будем сегодня работать именно с toes to bar, то есть последнее наше главное упражнение, которое чаще всего используется в кроссфите, называется toes to bar. Ну а перед тем, как мы начнем, друзья, все, кто меня не знает, меня зовут Гоша, можно просто Игорь, я тренер, сам занят кроссфитом, тяжелой атлетикой. Всем, кому эта тема интересна, друзья, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Вам не сложно, мне приятно, а YouTube полезно для продвижения моих видео. Ну что, друзья, погнали! Итак, друзья, что же мы сегодня снимаем? Мы снимаем сегодня все, что касается перекладин, как я сказал, toes to bar. Итак, друзья, мы сегодня будем с вами рассматривать 3 упражнения. В общем-то, все эти 3 упражнения, они не то, что идут прямо один за другим. Первое упражнение, ну да, немного такое подводящее. Второе и третье уже, в общем-то, это сами поднятия, просто больше, как бы первых, да, они более такие строгие. Там нужно больше работать на силу, там нужно больше заставлять свой пресс работать. Третье, оно уже больше киппинг такой, с раскачкой, и уже там больше важно качество именно вашего all over arch на перекладине, работа ваших плеч, правильно двигаться вперед-назад, и там уже это больше играет роль, чем просто обычная сила. Итак, друзья, поехали. Первое упражнение, которое мы сегодня с вами рассматриваем, это будет поднятие ног до параллели. Смотрим. Итак, что нужно сделать, друзья? Во-первых, мы беремся просто за перекладину. Это как подводящее упражнение, и его нужно отрабатывать. Наша цель это мы повисли, можно даже в небольшом олу, и стараемся поднять ноги как можно ровнее и удержать L-sit. Окей? Опускаем. Опять поднимаем, опускаем. Окей? Даже, в общем-то, в таком упражнении, если вы просто хотите отработать пресс, очень хорошее, качественное упражнение. Стараемся висеть ровно. Да, немного мы все-таки держим голову, мы немного прогибаемся чуть-чуть назад, но совсем чуть-чуть, для того, чтобы было легче поднять ноги. Особенно тем, у кого плохая растяжка, это может очень хорошо помочь. Итак, друзья, это было первое упражнение, да, в котором мы поднимаем наши ноги до параллели, можно чуть-чуть выше. Вы также можете поднять, удержать несколько секунд, стараться удержать ровные колени и потом опускать вниз. Да. И это как подводящее первое упражнение, которое будет укреплять ваш кор, для того, чтобы это в дальнейшем было вам легче. То есть мы подняли, поддержали несколько секунд, опустили, да. Вначале, кому это только начинает, можно поднимать, просто опускать, стараться держать ноги ровными, колени выпрямленными, не согнутыми. Потихоньку можно начинать удерживать. Это первое. Второе упражнение, следующая как бы ступенька, оно уже более сложно. Здесь мы уже действительно должны больше работать с нашим голу, именно голу, потому что вися на перекладине, нам нужно поднять ноги ровно до самой перекладины. И тут, если просто висеть ровно, ну, гимнасты, профессионалы, я уверен, могут это сделать, у них хорошая гибкость, они могут. Мы, к сожалению, не там, но те, кто могут, всем вам большой респект. А те, кто нет, у кого чуть-чуть похуже все-таки растяжка, что нужно сделать? Надо чуть-чуть уйти в голову плечами и при этом постараться поднять ноги вверх, коснувшись перекладины. Смотрим. Итак, друзья, это все выглядит следующим образом. Также беремся за перекладину. Окей, взялись, повисли и, отходя чуть-чуть назад, поднимаем ноги вверх. Ух, извиняюсь, но тут уже тяжело говорить вместе с поднятием, поэтому просто смотрим. Вот, приблизительно так же. Достаточно сложное
упражнение, даже я хоть и немного разогрелся, все равно чуть-чуть сложновато его делать, надо хорошо несколько раз поделать для того, чтобы в него войти, так сказать. То есть, друзья, это упражнение, что оно нам дает? В общем-то, это упражнение нас уже заставляет наш кор, наш пресс работать намного сильнее, намного лучше. Строгие подтягивания к перекладине прямой ногой. Очень хорошо укрепляет, очень хорошо подводит нас к будущим toes to bar, потому что чем наш пресс сильнее, чем мы его больше отрабатываем именно вот с таким поднятием, тем намного лучше и легче нам будет делать в будущем toes to bar. И уже в киппинге имеется в виду, то, что мы используем больше именно в тренировках по кроссу и во всяких метконах. Окей, то есть даже если вы не хотите делать, вам не интересует сам киппинг, toes to bar, а обычный строгий, обязательно делайте его, это очень хорошо укрепит ваш весь центр вашего тела. Окей? Парочку вещей, это, как я сказал, напомню, первое, что мы делаем, мы поднялись, да, друзья, мы не висим совсем ровно, мы все-таки уходим плечами чуть назад, делаем олу, уводим чуть таз назад и потом поднимаем ноги. Но так же, как и у меня, так как у меня тоже с растяжкой и с гибкостью не очень все на 100%, поэтому когда у меня ноги поднимаются до какого-то определенного уровня, а коснуться я не могу, потому что уже не сгибаются. Таз как бы не сгибается, поэтому что мне нужно сделать? Я подворачиваю немного таз и поднимаю ноги вверх. То есть в самой верхней точке все-таки чуть-чуть таз надо подвернуть и поднять ноги вверх. Те, кто хотят, кстати, вот еще такое чуть-чуть небольшое дополнение. Те, кто хотят еще больше продвинуться именно вот все, что связано с гимнастикой, да, и как тоже упражнение хорошо на тот же пресс и на плечи, я вам посоветую сделать еще вот такое вот предложение. Я вам посоветую сделать еще вот такое вот упражнение. Смотрите. То есть, что мы делаем? Мы вначале делаем обычный toes to bar, а потом выпрямляемся вверх ровно. Это просто как дополнение небольшое, оно никак не связано с toes to bar, но в общем-то для гимнастики, кто занимается этим, очень классное упражнение вообще на разработку ваших мышц. То есть мы подняли и потом выпрямились вверх, опустились и обратно вниз. Окей, еще раз. Подняли, вытянулись, опустились. Кстати, чем больше, чем медленнее вы стараетесь опускаться, тем лучше пресс работает. Так что старайтесь не бросать ноги, а опускать их как можно медленнее. Очень хорошее упражнение для тех, кто любит и занимается гимнастикой. Попробуйте, не пожалеете. Ну, друзья, и последнее, третье упражнение на сегодня – это сам киппинг. То есть здесь мы уже должны работать с полным арч в олу. Напоминаю, арч мы уходим грудью и плечами вперед, олу мы уходим плечами и спиной назад. Ноги мы как таковые не поднимаем. Ну, сейчас мы поднимаем ноги, потому что это все-таки надо сделать toes to bar. Но в самом голу, когда мы выходим, мы не помогаем, когда уходя телом назад, не помогаем поднятием ног, а уходим только плечами и спиной назад. И уже после того, как подвернули таз, мы поднимаем ноги вверх. Вначале смотрим, потом я объясню всякие мелкие детали. Так, друзья, toes to bar выполняется следующим образом. Повисли, делаем олу, арч, олу, поднятие, арч, олу, поднятие, арч, олу, поднятие, арч, олу, поднятие. Вот, выполняется вот таким вот образом. Теперь несколько мелких деталей, которые важно знать в этом упражнении. Итак, друзья, первое, как я сказал, работа олу арч. Жесткая, четкая, уходим вперед грудью, назад лопатками, сокращаем, когда уходим в олу пресс, подворачиваем таз. Окей, это первое. Второе, когда у нас ноги улетают назад, друзья, мы никогда не сгибаем ноги. То есть, друзья, когда ноги у нас в арч уходят, мы никогда не сгибаем ноги. То есть мы, вися на перекладине, мы не делаем вот таких вот движений. Мы не пытаемся закинуть ногу, как лошадь, когда брыкается, да, назад. Нога всегда уходит ровно. Мышцы натянуты, нога всегда уходит ровно. Мы не пытаемся уйти арч животом. Мы уходим вперед всегда грудью и плечами, и нога уходит ровно. При таком положении тела максимальное растяжение всех мышц, которые спереди, помогут вам лучше выкинуть потом в олу ноги наверх. Это второе. Третье, друзья, когда мы поднимаем ноги, мы ушли в олу,
Пресс сработал, таз подвернулся, поднимая ноги вверх, мы не просто висим на месте и не просто вот ушли в волу и забыли, нет. Мы всегда стараемся как можно сильнее руками вот в таком положении оттолкнуться от перекладины и поднять тело как можно выше. Чем выше вы можете на прямых руках отталкиваться от перекладины, поднимать тело выше, тем легче вам будет поднимать ноги. Те, кому это делать сложно и, скажем, могут подняться, грубо говоря, до перекладины, в раскачке, в голову, когда уходят назад, могут подняться только до уровня лба, им придется работать ногами больше. Те, кто могут подняться до уровня шеи, или там, скажем, даже не шеи, а носа, им будет уже работать ногами чуть легче, потому что они выше находятся. Те, кто могут подниматься реально высоко, скажем, где-то до шеи, там под подбородком, могут поднимать ноги еще выше, им будет еще легче поднять ноги и меньше прилагать усилий, чтобы их поднять. То есть, чем выше мы поднимаемся, тем от нашей раскачки ноги легче влетают. То есть, что я понял, выполняя и изучая вот это движение toes to bar, именно в киппинге, что чем больше, тем лучше, даже не чем больше, а чем лучше и сильнее мы уходим, и правильнее, главное, уходим грудью вперед в арч, чем сильнее мы растягиваем эти мышцы, тем сильнее они нам помогают. То есть они как пружина выстреливают нас назад. Уходя назад, мы включаем спину, толкаемся руками прямыми от перекладины, и ноги просто взлетают сами. То есть в таком положении вам не надо прилагать усилий какие-то очень сильные, чтобы поднять их. Они просто сами поднимаются. Ну, может быть, только в конце немного дожимать. Окей? Люди, которые действительно с этим вот так справляются, люди, которых получается это очень хорошо вот таким образом выполнять, они могут, вот те ребята, которые вы видите, там по кучу раз делают эти toes to bar, там 30 раз, 40 раз, да, там вообще беспроблемно. Что вы думаете, у них живот не болит? У них также хватает живот, у них также он болит. Но, когда они выполняют это, вот как я вам сейчас объяснил, это и не задействуют практически пресс, то есть только в начале, чтобы уйти в голову, а пресс практически не задействует, потому что они выходят очень высоко и могут ноги просто закидывать туда, а пресс напрягается чуть меньше. Напрягая чуть меньше пресс, естественно, вы можете делать больше. То есть это просто вам позволяет выполнять больше повторений за раз. Я на сегодняшний день могу сделать где-то раз 15-17, прежде чем я начинаю чувствовать пресс. То есть если у меня действительно очень много, оно накапливается, и в конце уже достаточно тяжело делать. Если там действительно там какие-то 100-150 раз повторений, да. Но если все-таки вот первый раз, там первый, второй сет, я могу раз по 15-17 сделать, я практически не чувствую пресс, потому что я всегда стараюсь как можно сильнее уйти назад и просто выкинуть ноги вверх. Обязательно обратите на внимание и обязательно отрабатывайте это. Вот, друзья, значит, это приблизительно все, что я хотел вам рассказать про toes to bar. Отрабатывайте, старайтесь, делайте. Hollow arch, база, обязательно над ней работать, она вам в будущем очень поможет. На полу, как у меня это в предыдущих видео есть, просмотрите, обязательно делайте. Если будут какие-то вопросы, обязательно в описании, я вам все объясню, покажу, если надо, сниму дополнительное видео с объяснениями. А на этом, друзья, будем прощаться. Да пребудет с вами сила, народ. Пока.